Как я рад, что русская депрессия нашла свое отражение не только в музыке, сериалах, фильмах, но еще и в играх. Представляю вашему вниманию Beholder, инди-шедевр от наших родных русских разработчиков, рассказывающий о всех трудностях жизни в России. Вначале на выбор нам дают два уровня сложности. Первый для пусибоев, которые и в свое ухо не с первого раза попадают, а второй реально хардкорный для реальных пацанов, которых не пугает жизнь без денег, любви и уважения. Вначале нам суют ксиву, согласно которой Карл, наш главный герой, заселяется в роскошный однокомнатный подвал публичной собачьей будки. Почему нет игры, где ты типа грибок? Лайк, если жиза. И теперь обязан следить там за порядком. Его уже привили, поэтому необходимость в сне, еде и деньгах отпадает. Начинается игра с каких-то черных человечков, которые куда-то едут на автобусе, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. А дальше нас знакомят с главными героями. Это папа Карл, жена Аня, сын Патрик и дочь Марта. Какие-то пиндосские имена, конечно. Где вот эти наши русские, родные? Забрат, Хаир, Параша, Нурик. Вроде бы игра и сделана русскими, но они что-то вообще не патриоты. По приезду мы видим старого дворецкого, которого уже принимают мусора. Видно, воровал мыло на рабочем месте. Наш начальник показывает, что нам надо делать. Это следить и подглядывать за жильцами и выявлять агентов Госдепа и пятой колонны. Каждый раз подглядывая, кстати, не ожидаешь того, что увидишь. Нам показывают, как ставить камеры, писать ксивы и доносы на соседей. И, наконец, дают наше первое задание – познакомиться с жильцами дома. Они все очень колоритные и разговорчивые. Тут у нас живет несколько пожилых семей, семья торговца снюсом и деда-библиотекаря. С них уже песок сыплется, но тем не менее они очень потешные. Потом к нам подселяется новый квартирант, который очень интересно развлекается. Дети 90-х поймут. Интересно, а чем еще он занимается? В его квартире нахожу карты и бутылку. Ну все ясно, дотер, да еще и картежник. Так как по законам нашей страны хранить бутылки это тяжкое преступление, еще скажите, что яблоки хранить можно. Расстрелять! Клепаем донос, и этого страшного нарушителя увозят в тюрячку. Далее к нам заселяется морячок и предлагает мне сделку века. Продать его протухшие консервы с рыбкой. Предложение такое же выгодное, как покупка камня желаний у цыган на вокзале. Каждый вечер к дому подходит шарлатан Толстопуз и продает сомнительные вещи. Такие, например, как галстук, зубная щетка и яблоко. Да ладно. Да за кого он меня принимает? Это же самая настоящая контрабанда. Заверните 2 мешка. Моя зарплата разлетается в первые полчаса, а есть-то что-то надо, поэтому сливаю ему тухлую рыбку в полцены. Приходит он такой на следующий день и говорит: Ух, блядь. рыбку никто не берет, люди вообще разожрались, хоть и жрут кошек и ремни, но тухлую рыбку есть не согласны. Отдает мне немного лаве и сваливает. Морячок немного бомбит и говорит: Коля, тут так мало. в игре, кстати, часто дают выбор, как поступить в той или иной ситуации. В этот раз можно отдать ему свои бабки или запугать своим авторитетом. Какой авторитет у главного героя. Неделями роется в чужих грязных трусах и ворует водку, чтобы не сдохнуть с голоду. В общем, я посылаю его, и он съезжает из хаты. А на его место заселяется знаменитый сельский ветеринар. Этот старый колобок не успел еще толком заселиться, но уже теребит меня и просит найти ему даму сердца. Одному ему скучно. Вначале я так и не понял, где ее искать. Все соседские бабки уже заняты, а у пузатой няши сегодня выходной. Вот сейчас все сидят в дайвинчиках и тиндерах. А знаете, как раньше находили любовь всей жизни? Обычно у каждого уважающего себя мужика были журнальчики с голыми тетями в туалете, в которых было много различных любопытных объявлений. Продам гараж, медали деда в полцены, вагончик для гастарбайтеров в рассрочку на 30 лет, скромная няша-стесняша 40+, ищет себе суслика для любовных утех. Хоть лайфхак и рабочий, никогда не знаешь, какой крокодил приедет в итоге, потому что все прикрываются липовыми аватарками, но на удивление поезжает симпатичная светская львица. Ох уж эти светские львицы из города Рязани, села Дудинки. Дед счастлив и говорит, что это именно то, чего он хотел. Ставь лайк, если ваши родители познакомились точно так же. Далее нам надо выселить детка торговцев снюсом. Из-за его темных делишек у всех детей на районе поупадали зубы, ну и власти хотят забрать его комнату.
работу. Немного напоминает пенсионную реформу, сами знаете в какой стране, когда старперам подняли пенсии на 20 рублей, а они уже в могиле были на тот момент. Деда очень жалко, и я помогу ему. К сожалению, у меня нет знакомого пластического хирурга и возможности замаскировать деда под таиландскую принцессу, а все мои платья спер обиженный морячок. Поэтому и приходится дать на лапу второму деду и выбить загранпаспорт. Вот я вообще не понимаю, зачем в нищих странах загранпаспорта, если с такой зарплатой максимум куда они могут поехать, это соседняя лужа или могила. Ну да ладно. Дедуган ушлый и за спасибо работать не хочет, поэтому приходится достать ему чепушку самогона. Пока я думаю, у кого из соседей можно украсть самогон, ко мне прибегает ветеринар и говорит, что его мадам пробухала все его бабки, и пока он спасал людям жизни, она колбасилась по рейвам. Вежливо прошу ее уехать, но она предлагает грабануть муженька и поделиться со мной. Материальные ценности – это зло. Поэтому они ему и не пригодятся, а мне самый раз. Ограбление прошло по высшему разряду. Пока дед был на работе, я вынес все из его хаты, а потом стуканул ментам и свалил все на молодушку. После тяжелого рабочего дня дед возвращается к себе на хату, видит, как оттуда вынесли абсолютно все, включая пол и стены, а его благоверную вяжут менты. Дед немного подохренел от таких раскладов и начал рыдать. Потом он отдает мне 2 билета в райский романтический отдых на Колыму, где он хотел отдохнуть со своей новой подружкой. Отдаю эти 2 билета деду-торговцам снюсом и спасаю его жизнь. Кто-то обязательно спросит, за что ты так жестоко с тем врачом? Но лишь единицы узнают эту историю полностью. Вначале я рассказывал вам про свою семью. В нем моя маленькая дочь заболевает молодежным букетом 2К21, сифилис, гепатит, СПИД, герпес. Если этим не болели, жизни не видели. И наш бравый доктор не захотел лечить ее от этих плевых болячек на халяву. И потребовал с меня аж 20 тысяч рублей. Эту сумму я зарабатывал примерно за 20 тысяч лет. Не успел я заработать их вовремя, и моя доченька отправилась в лучший мир. А что было дальше, вы все уже прекрасно знаете. А по уровню интриг, заговоров, хитросплетений куда выше прокурорской разведки и Мухтара и его команды. Лайк, если это любимые сериалы твоего папы. На этом, я думаю, мы и закончим. Сумеет ли Карл вовремя оплатить коммуналку и не отправиться на Колыму? Не развалятся ли новые старики после заселения? Сумеем ли победить колесо пропаганды? Сумеем ли вычислить бабку-нимфоманку? Что случится с дедом-педофилом? На эти и многие другие вопросы смотрите ответы в следующей серии. Покич. Я по чуть-чуть, мы с тобой знакомы.